Да, дед, говорит, прикинь, говорит, я проехала в автобусе, а через 20 минут шмальнули по этой дороге. Очень было страшно первый раз слышать звук сирены, и потом со временем мы к ним уже привыкли. В вагон садилось столько людей, сколько влезет. Нас ехало 18 человек в купе. Их спасли от чего? От их имущества, от хорошей жизни, от бизнеса. Игра в русскую рулетку. Ложишься спать, и неизвестно, проснешься ты завтра или нет. Да пизда, мы все умрем. Друзья, привет! Давно не виделись. Я думаю, что это завершающий этот год выпуск. Не знаю, честно, увидите ли вы его уже в конце этого года или в начале 2023. Но смысл от этого не меняется. Этот ролик я, в общем-то, долго вынашивала, еще дольше, я бы сказала, готовила. А уж как мы его собирали, это просто уму непостижимо. Сколько было отказов самого разного толка, сколько было сложностей, но в итоге получилось то, что получилось. И, конечно, мне хочется этот год закончить выпуском о самом наболевшем, о самом важном, об Украине. Я уже вам рассказывала, что я перебралась в Португалию не без помощи украинского вопроса в этом году. И что было самое для меня, наверное, удивительное, не то чтобы неожиданное, но я столкнулась с большим количеством необычных ситуаций. Дело в том, что здесь, в Португалии, и без войны, собственно, самая большая в Европе украинская диаспора, а сейчас и подавно. То есть вы представляете, какое количество людей из Украины здесь живет на постоянной основе, сколько людей приехало еще в этом году. И, признаюсь честно, я никогда не жила в таком количестве украинцев и никогда так активно с ними не общалась, наверное, за всю жизнь, как вот эти последние 5 месяцев своей жизни. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Мне будет очень приятно, особенно в преддверии Нового года. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом и приятного просмотра. — 24-го я проснулась, наверное, как и большая часть Украины, от того, что у меня содрогаются окна. Хотя мой дом находится очень далеко от аэропорта. В тот день по всей Украине повзрывали аэропорт или что они там сделали. Я проснулась и такая, думаю, не поняла. А у нас там рядом завод, думаю, что-то на заводе, может, бахнуло. Бывает, у них там что-то переставляют они. Беру телефон, смотрю, подружка в сети, как многие сейчас, начинают свой день с соцсетей. Беру, захожу в Facebook, смотрю, подружка в сети, говорю, что такое? Она мне пишет, что-то, взрыв какой-то. Она мне пишет, говорит, война началась. Я говорю, ты что, шутишь? Она говорит, нет. Началось. Чуєш, тільки що? Наш аеродром, походу. Це не аеродром, аеродром там. Я помню, но у меня, наверное, психика просто спасла меня и такая, я не буду ничего запоминать. 24 февраля рано утром я проснулась, потому что зашла в комнату сестра и сказала, началась война. И в этот момент я услышала, как прогремел взрыв. Аэропорт наш бомбили. У меня сразу была паника. Бабушка начала плакать. Я попыталась подумать, что делать. С мужем сестры мы собрались и пошли в магазин, чтобы купить продукты, так как непонятно было, что будет дальше, как будет дальше. В этот момент вообще, наверное, остановилось все. В магазине, несмотря на столь ранний час, было очень много людей. Полки были все уже снесены. Потом мы пошли в аптеку, вернулись домой и просто сидели и не понимали, что будет происходить дальше, что делать дальше. Соседи начали подготавливать бомбоубежище. 24 февраля 2022 года я помню плохо. Я хорошо помню 23 февраля
Была прекрасная погода, прям пахло весной. Были большие планы. Я это прекрасно помню. Но в воздухе витало прям какое-то напряжение. Ночь я спала плохо, а утром начала получать ранним утром сообщения от родных и близких отовсюду, что, боже, что происходит? Все, с этого дня мы уже жили в новостях, и было очень-очень страшно, непонятно, как это могло произойти, что происходит. С этого момента у нас были заклеены окна скотчем, завешены одеялом, сняты зеркала в комнатах. Очень было страшно первый раз слышать звук сирены, и потом со временем мы к ним уже привыкли. Так звучит воздушная тревога. У меня была запись, у меня рабочий день, клиенты. И я такая, так, короче, война войной, работа по расписанию. То есть я собираюсь идти на работу. Естественно, садика пишут, то есть садика сегодня не будет, все. Началась наша бессадиковская жизнь. А муж, что самое интересное, он спит. Он вообще человек, которого, я не знаю, мне кажется, мимо, если бы пролетала ракета, если бы она его на себе там, это понесла дальше, он бы не проснулся. То есть я ему говорю, Ваня, война началась. Он такой, что? Какая война? Что? Вот. Ну и с этого вот дня, получается, началась наша, скажем так, моя неделя состояния. Это по-другому просто не назовешь. То есть эта неделя, это просто вот ты в страхе, ты в тревоге, ты, О войне предупреждали уже очень давно. Она, в принципе, как бы не заканчивалась, потому что она все время была на Донбассе. И все время предупреждали о том, что она будет расширяться, ее будет больше, будут нападения. В целом люди уже были к этому готовы, потому что и слухи разные ходили, и о том, что те покинули страну, там отозвали своих послов, И, как уже известно, правительство об этом знало, и люди догадывались об этом. Поэтому не было такого ощущения, что нет, сейчас мы чуть-чуть тут посидим, и все быстренько закончится. Оно пришло, наверное, потом, чуть попозже, когда, в принципе, уже это был 2-й, 3-й, 4-й день, и ты понимаешь, что конфликт вот так вот быстро и не решился. И все просто ждали обещанных 2-3 недели, но вот уже, пожалуйста, 8-й месяц идет. Уехала я не сразу. Для этого мне понадобилось 5 месяцев. На это были, конечно, свои причины. И за это время мы успели прочувствовать, как могут низко летать военные самолеты. Знаем, как звучит пролетающая ракета. Что такое взрыв, что такое взрывная волна. Лупанула, прямо ракета перед автобусом. Он, 12-этажка, стекол нету ни хера. Повыносила все. Вот и на Калиновой пролетела. Мы с Машей вместе уже 14 лет, скоро уже будет 15. И все это время у нас были отношения, большую часть этого времени были отношения на расстоянии. Я с России, Маша с Украины. Познакомились мы в интернете, и все это время мы жили, это было либо на расстоянии, либо какой-то короткий период мы жили у меня в Кемерово в Сибири. Потом наступил кризис 2014 года, и нам пришлось снова разъехаться. Я находилась на тот момент у себя дома в Сибири, в Кемерово. И я просыпаюсь от того, что мне пишет Маша со словами, что у нас началась война. И я же тогда сразу, в смысле началась война? Ну, в прямом. У нас слышны взрывы, началась сирена по городу, слышны взрывы, и все, как бы спокойная жизнь для меня в эту минуту закончилась. Трясло, я все время переживала, все время спрашивала, что да как, сирена, где вы находитесь в это время, пошли ли вы в бомбоубежище или нет. Сирена была очень часто, там через каждые, я не знаю, час, 2, 1,5. Я не интересуюсь, не влажу в политику, потому что для меня политика – это грязное дело. Как ни крути, чтобы задержаться в политике, то есть ты должен быть измазан по уши в говне.
Не то, что по уши не измазано, еще и поесть его. И им же, блин, и плеваться. Поэтому я никогда это не смотрела. То есть где-то там доносилась какая-то информация, что там что-то вот готовят. Ну, то есть начали там, да, каких-то там эвакуация с Киева, каких-то там послов, то сё. Ну, то есть воспринималось это так, ребят, да что вы. То есть я работаю, у меня там есть, да, клиенты военные, которые я тоже говорю, а что там у нас? Они такие, ну, да что, ну, воюем? Ну, то есть, ну, я ожидала, может, если там, ну, когда какое-то предупреждение будет. У меня такое ощущение, что, наверное, до последнего никто не верил, что вообще война будет. 23-го меня напрягло. Почему? Вот напряглась реально вечером, я сильно занервничала. Мой знакомый отвозил своего шефа, ну, это его правая рука, во Львов. И где-то вот на границе со Львовом их машину остановили, и какой-то блокпост и завернули обратно. То есть они через где-то там еще хотели проехать на какой-то дороге, опять их завернули, и все, едьте обратно. То есть они вернулись в Днепр. То есть, и вот это меня очень сильно напрягло. Но я хотя бы тогда я мужу говорила, ну, говорю, блин, что за фигня? Говорю, давай тогда, говорю, в машину вещи, говорю, поехали. Ну, то есть у нас родственники в Словакии. Он такой, да все, уже никто не выйдет. Ну, в итоге можно было, в принципе. Кто успел, тот их. Кто хотел, кто сильно испугался, тот и выехал. То есть люди до последнего не верили. Я начала разговаривать о том, что Маше надо уезжать оттуда. Потому что на данный момент у нас уже была квартира здесь, в Португалии. Мы ее купили в прошлом году. Мы планировали сюда переезжать где-то летом, в мае, в июне. Каких-то таких метаниях, нервных разговоров, переживаний и так далее мы пришли все-таки к единому выводу, что да, она уезжает, она и ее сестра с маленьким ребенком. Потому что муж с той стороны тоже начал как бы на эту тему наседать. И все, с этого момента я включилась в работу, что здесь нужно было как-то им обустроить место, потому что квартира полностью пустая, там не было ни электричества, ни воды, никакой мебели, кроме кухонного гарнитура. Включила какие-то связи здесь со знакомыми, которые начали организовывать помощь нам. Вот это, наверное, тот один из случаев, когда увлечение чем-то тебе начинают помогать, работать на тебя, да. Подключила известного человека, являюсь поклонником творчества группы «Две Маши». Так получилось, что они меня знают. Я пишу сообщение с криком о помощи, потому что мы были тогда полностью на голе финансовом, то есть уезжать куда-то, ну, понятное дело, что это затраты какие-то за собой влечет. Я написала ей письмо с просьбой о помощи, что так и так, моя семья в беде, им нужно выбираться, и, как ни странно, мне ответили, у меня был тогда вот такой мандраж, я помню, я работала, я отвечала просто вот так с трясущимися руками, мне ответила Маша, и она попросила меня мои контакты, фотографии для подтверждения, что это я знакома с ней, что вот где-то мы там на концерте пересекались, я ей все скинула, и она опубликовала это у себя на страничке. И с этого момента просто мне со всех уголков, не знаю, страны, земли, наверное, посыпалась помощь. Очень много людей стали отзываться, стали писать мне в личку, спрашивать вообще, как у них дела, что там происходит сейчас, в безопасности, они не в безопасности, чем нужно помочь, ну, кроме там денег, да. А люди кидали просто и на некоторые такие баснословные деньги, что я просто сидела с открытым ртом, вот так до стола челюсть у меня падала, и со слезами на глазах. И меня аж пробирало, ну, все тело вот этими мурашками, и до чего все-таки люди вот в такие какие-то сложные моменты, оказывается, могут помогать. Помощь была вот в этом, на той стороне, и помощь кипела здесь, потому что я организовывала все удаленно. Здесь уже им закупили все предметы, необходимые для жизни, для первоначальной, да, там тарелки, вилки, ложки, стаканы, чайник, матрасы надувные им купили, постельное белье, подушки привезли, машинку старую я им стиральную нарешала. Ну, то есть работа была и на том конце кипела. У меня, в общем, вот этот период переезда у меня прошел вот так вот, сумбурно. Я бы 23-го уехала, если бы муж не выделывался. У меня были как-то непонятные состояния для меня. Мне подружка говорила, пойди проработай с психологом, и что это у тебя? Говорю, ну это очень, говорю, странное что-то, говорю, у меня, потому что у меня раньше это никогда не было. То есть у меня было в один прекрасный вечер, я это так вот сижу, там, пью чай,
переписываюсь с подругами, хихи-ха-ха, то есть кладу телефон, и меня накрывает какое-то вот, ну, состояние какого-то вот это, ну, вот как щелк, и ты уже в нем. Было такое ощущение, вот как будто бы после взрыва, вот все серое, и все вокруг вот, ну, какой-то хаос, все летает, все вот это вот, да, страх, ужас, и как-то все разбегаются. То есть у меня появился дикий страх за ребенка. То есть меня вот так вот накрыло, меня аж дыхание перехватило. Я с него выхожу, с этого состояния, думаю, ну что, ну как бы, ну непонятно, что это было. И потом было еще тоже, перед этим мы сидели в кинотеатре, и там был фильм не о войне, но упоминание было о войне. И у меня это, наверное, люди называют паническая атака, то есть у меня вот это вот что-то такое случилось, я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть, и меня просто начинает душить рыдания. То есть, ну, я не могу понять вообще с чего. Ну, я же не первый раз смотрю фильмы про войну. Подстегнула меня еще, я сходила в бомбоубежище, которое возле моего дома, там 3 минуты. Как бы наше правительство, мы знали о том, что война будет еще с осени, но никто к этому не готовился, конечно же. То есть там все завалено было просто вот реально по пояс мусором, люди туда приходили, расчищали, пыль, сырость. Я такая, вот первая тревога, сирена. Мы хватаем ребенка, хватаем сумку, забегаем в это бомбоубежище. И такой сидишь, оглядываешься и думаешь, да, и как бы твой ребенок здесь должен был находиться бы неизвестно сколько. Тихо! Ляг на пол, ляг делай! Короче, каждый день я хотела уехать. Каждый день. А муж все мне говорил, сиди, вот еще сиди. Но мне кажется, что у него вообще, он нервничал, мне кажется, еще сильнее, чем я. Вообще у него, ну, то есть человек, который привык все время все контролировать, а тут так бац, и вот все слетело с катушек, от тебя вообще ничего не зависит, да, и ты не знаешь, чего ждать. Слушаешь только вот, что там обстреляли тех, там тех, ну, это страшно. 1 числа, это потом я уже вспомнила, что это было 1 число. Собралась, но я решила, что если я сейчас попробую, и потому что я тоже слышала страшную историю о том, как люди уезжали. То есть это давка, это, кстати, здесь очень себя некрасиво повели иностранные туристы, мужчины. Не туристы, а эти студенты. То есть это то, что мне рассказывал не один человек, как это вышвыривали женщин с детьми с вагонов, чтобы только влезть самим. То есть они хотели эвакуироваться в первую очередь. Здесь, конечно... Иностранцы? Иностранцы, да, арабы, афро. То есть вот они просто вышвыривали женщин с детьми. То есть им было насрать. Это была такая давка, ну, короче, паника охватила всех. Вот. И поэтому я про это наслушалась, как люди ехали там, ну, сидя просто на полу, сидя на чемодане, по 10, по 12 человек в купе, там, которые рассчитаны на 4 людей, да, сутки, там, больше. Вот таким образом мы добираемся до Львова. Людей в вагоне это просто миллион. Выход в туалет, что один заблокированный мамочками, что вот там вот заблокированный мамочками. Воздуха в салоне вообще нету. Я уже думаю, так, сейчас еду на вокзал, а там посмотрим. То есть мы приехали на вокзал и такие подходим узнавать, что там с поездом. А я тут слышала тоже, что поезд, билеты покупать не надо, потому что некоторые уезжали, покупали билеты, а были эвакуационные бесплатные поезда. И она говорит, я, говорит, вас сообщу, говорит, за полчаса, когда будет поезд. В итоге мы стали, такие постояли 5 минут, смотрим, какой-то поезд стоит. Разворачиваемся, ну, мужу говорю, давай, я говорю, узнаем. Он побежал, узнает, и оказывается, это поезд стоит как раз на Львов. Я зашла в этот поезд, и была вот ситуация вот примерно, как я готовила себе, да, что мне пришлось бы ехать ночью, просто я, ну, считаю, в тамбуре поезда с ребенком на руках, на чемодане. Такая думаю, ну, блин, так себе перспектива, конечно, ну, что поделаешь, все хотят ехать, да, все такие в непонятках. Ну, он остался, а куда он выехать? Он не выйдет никак. Эта неделя была просто на нервах прошла, поэтому я села в поезд, и я помню его ошалевший взгляд, то есть у него непонимание ну, того, что происходит, и что я вот еду, да, там с ребенком. В итоге оказалось, что поезд этот едет не до Львова, а до Чопа. Я по дороге, то есть меняю, так сказать, свои планы, хотя бы если бы со Львова я бы приехала в Польшу, у меня там друзья, а с Польши я уже планировала поехать в Словакию, где родственники мужа. Но в итоге, раз поезд поехал до Чопа, мне сказали, там легче будет перейти на пешеходном переходе. Плюс я еще познакомилась в дороге с женщиной, и она мне очень помогла, потому что пешеходный переход 5 часов ночи с ребенком на морозе стоять, ну как бы такая себе перспектива, я бы не знаю, я бы там точно
С ума сошла. Что мне еще повезло, у нее муж работал в Чехии, ее муж приехал за ней вот на границу, ну, на этот переход, на границу. В Словакии он забрал ее с ребенком, забрал меня, они меня довезли до дома, моих родственников. И вот так вот я оказалась уже 3 числа в Словакии, в Братиславе. Как оказалось, уехать было очень непростым решением. Мне оно далось крайне сложно. Особенно, когда в апреле месяце объявили официальную эвакуацию и ездили по улицам, и в рупор говорили, что эвакуация, срочная эвакуация, предоставляли бесплатные поезда, в общем, только уезжайте. Мы не уехали, мы остались, и было, конечно, жутко наблюдать, что город опустел. Осталось, наверное, с всего города жителей 20% от всего населения нашего городка. Так прошел апрель, потом прошел май, а люди начали возвращаться в июне месяце. Город начал оживать. И вот в тот момент, когда июнь, все вернулись, я в июле созрела уехать. Как говорится, все карты мои сложились, что пора уезжать. Мне было куда уезжать, я уже знала, куда я поеду. Уехала я на машине, преодолела за 2,5 дня весь путь. Он составлял чуть больше 2000 километров. А для меня это была первая такая длительная поездка. Раньше я не выезжала дальше, не знаю, там соседних городков, ездила только в соседние города, и все. А это вот такая у меня поездка. Я знала, куда я еду. У меня в Чехии уже были родные и близкие для меня люди. Они меня приняли, и, в общем, все сложилось самым наилучшим образом. Для меня переезд был очень тяжелым, сложным, энергозатратным. Морально было очень тяжело. Я не понимала, насколько мы уезжаем, как мы будем ехать. Очень многие люди уезжали, это, наверное, был пик уезжающих с Украины. Это было ровно через 2 недели, как началась война. Мы уехали с сестрой из нашего города 3 марта. До Португалии мы добирались целую неделю. В Португалию мы приехали только 10 марта. Мы ехали эвакуационным поездом с Днепра до Львова. Во Львове мы пережидали буквально парочку дней. Ехали со Львова до Люблина в Польшу на автобусе. Потом еще было небольшое ожидание в Люблине. Местные волонтеры, местный известный блогер организовывали помощь уезжающим, кто хочет приехать в Португалию, бесплатный рейс, о котором договаривались на правительственном уровне. Мы ждали этого рейса. И вот с Люблина в Португалию, в Лиссабон мы прилетели на самолете. Самой сложной частью в этом во всем был выезд с Украины, так как мы прощались с семьей, прощались с домом, но мы не понимали, насколько мы уезжаем, когда мы сможем вернуться. Мы даже до сих пор этого не понимаем, когда мы сможем вернуться домой, потому что ситуация становится только хуже в наших областях. В моем городе конкретно. Было очень страшно на вокзале. Это такой момент, который я раньше видела только в кино или там по рассказам, или просто в интернете, а сейчас мне это пришлось пережить самой. Наверное, даже самому злому своему врагу такого не пожелаю. Момент, когда подали поезд на перрон, и нужно было садиться в вагон, в купе, а люди не садились там по определенному количеству. В вагон садилось столько людей, сколько влезет. Нас ехало 18 человек в купе. Дышать было нечем, лечь, естественно, было некак. Все сидели, и мы так ехали практически сутки. Самый страшный момент был, когда подали поезд, началась толкучка. Все друг друга пихали, пытались зайти в эти двери. У людей паника. Я оказалась ближе всех к двери. Я поняла, что нет смысла пытаться сейчас вместе с собой протащить свою сестру с ребенком. Я забежала первая, заняла место. И уже потом пробиралась через людей, выходила на улицу, чтобы забрать Олю. Оля – это моя сестра. У нее комплекция, она худенькая, щупленькая, с 6-месячным ребенком на руках. И я выхожу просто, и я не вижу ее. Я начинаю кричать «Оля!». И тут она над головами у людей передает мне Пашу. И я его забираю и несу в поезд.
у меня истерика, и я не понимаю, где она, когда она придет, и тут она прибегает и тоже плачет. Ну, то есть вот этот момент для меня, ну, у меня даже сейчас мурашки, для меня этот момент очень был страшным, когда, ну, у людей просто непонятная животная какая-то агрессия друг к другу. Никто чинно, мирно там не заходит, не поступает, а все просто рвутся напролом, не видят за своими сумками, чемоданами, рюкзаками, что здесь есть еще маленькое существо, которому первому нужна помощь в таком плане. И вот этот вот момент, когда она мне его передала над головами у других людей, ну, это было страшно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Версию Путина «война – это ради чего?» и версию россиян я до сих пор не могу вообще понять. Война с чем? Ну, я вижу здесь политические как бы моменты, то есть удобно было забрать Крым, но это то, что из моих, да, то, что я знаю. Удобно было забрать Крым, потому что там военное расположение военной базы. Я когда-то слышала, что вроде бы как там типа какой-то контракт, это как по аренде ж находились российские там войска, морфлот, да, то есть что типа заканчивалась эта аренда и должны были туда, ну, то есть США туда положили глаз. То есть я слышала что-то когда-то такое. Ну, я же говорю, я никогда не углублялась в политику. И то есть я понимаю, что Крым – это очень удобная территория, чтобы там расположить свои военные силы, то есть контролировать. Я не смотрю новости практически все время войны, потому что новости – это зомбирование. Ну, вот по россиянам я вообще вижу, то есть мне далеко вообще не нужно ходить. У меня троюродный мой брат, с которым я была в хороших отношениях. Он живет в России уже больше 20 лет. А его сестра живет в Днепропетровске. За 2 недели до того, как началась война, я созваниваюсь с сестрой, говорю: Лиль, что там, как? Она говорит: да, я, говорит, продукты заготавливаю, говорит, к войне готовлюсь. Я говорю, ну, я с нее посмеялась, говорю: Лиль, ты что? Она говорит: да, говорит, мы с Олегом созванивались, и, то есть, он говорит, он сказал, говорит, война скоро будет, будут наши наступать. И потом они еще созванивались, вот, когда уже началась война, то есть, его слова были, что вам так хохлама нужно. То есть, ну, человек вообще погряз в этих новостях, в каком-то зомбировании. В смысле нужно, у тебя там мать, у тебя там родная твоя сестра. У тебя родственников, ну, как бы, кроме них, там, жена, дети, ну, еще, да, остались, ну, в России. Мы с вами, отряды Путина с вами, мир с вами, Россия с вами. Вот это главное, а те Меркели. Как вообще, насколько нужно промыть мозги, чтобы такое говорить своей родне, с которой ты вот 2 недели назад ты еще был в хороших отношениях. Новости с нашей стороны. Я тоже смотрю, ну я же, я не дура, я сейчас смотрю, я все вижу, что как делается. То есть где-то, допустим, да, ну там Россия преобладает вот, в численности. Украина меньше. То есть, но война, то, что россияне пошли против Украины, это очень сплотило украинский народ. Вот, это объединило, сплотило. То есть у Путина вот что-то пошло не так. Он рассчитывал на другое. Спасибо ему. Не расстраивайтесь, Владимир Владимирович. Я не знаю, для чего это нужно, я не понимаю этого до сих пор. В теории больших заговоров я не верю. В Новый Иерусалим я тоже не верю. То, что все американцы, я тоже в это не верю, потому что если Америка хочет воевать с Россией, это можно делать в любом другом месте, но почему-то выбрали Украину. Ну, как лично я это вижу, это просто зажравшиеся амбиции царька. Вот ему надо все загробастать, все свести к упадку. Потому что оккупированные территории Донецка и Луганска, они вот эти последние 8 лет не жили хорошо. Там все пришло в упадок, что еще очень много лет нужно будет на восстановление. Никто туда не вкладывал ничего, никаких денег, ни на развитие, ни на что. У меня остались там знакомые, и я по ним это вижу. И то же самое будет со всеми остальными территориями. Это уже происходит, потому что люди, которых я знаю с той же Херсонской области, они рассказывают о том, что это просто назад в 90-е, только хуже, то, что сейчас там происходит.
Мне очень трудно сказать, потому что я долго не была в России, я не знаю, какая там сейчас жизнь, как вы там жили, насколько хорошо, комфортно, удобно, насколько развито. Но Украина в последнее время жила очень хорошо, нам было очень комфортно, у нас все легко, все быстро, все удобно. И страна развивалась, и у людей поднимались зарплаты, и уровень жизни. Люди стали иметь возможность позволить себе то, чего не могли позволить очень долгое время. Стали выбираться как-то из этого. И для меня это скорее, да не скорее всего, а одна из составляющих, это, наверное, зависть какая-то. Что вот, а что это они там так хорошо живут? А давайте-ка какие-то непонятные амбиции загробастать побольше и привести все в упадок и на этом нажиться. Ну вот я это так вижу. Да я вот как-то, чтобы я ненависть к России испытывала, я и не помню. Я, наверное, испытываю какую-то неприязнь к тупым людям. Наверное, это так даже можно назвать. Потому что, точно так же меня здесь раздражал один португал, который возмущался тем, что вот вам, украинцам, помогают, выделяют на вас деньги, а должны в первую очередь помогать нам должны помогать. Думаю, чувак, тебя бы взять сейчас, зашвырнуть туда, да ты бы сидел, скулил бы, поджав хвост. То есть вот такие вот люди меня раздражают. Люди, которые там приветствуют, мы идем убивать, ради чего вы идете убивать. Абсолютно нормально отношусь к россиянам. То есть где-то в какой-то период у меня там выскакивало, да, там мне говорят там русский, я русский, там я из России, либо я слышу акцент, и где-то у тебя вот такой сразу так где-то щелк, это, какая вот первая какая-то вот неприязнь, ты еще человека не знаешь, а у тебя как вот это тряпка, да, красная тряпка для быка, вроде бы щелкнула, а потом, то есть, я не смотрю на то, что вот, россиянин, я с тобой общаться не буду. То есть я смотрю на человека. И опять-таки здесь я начала смотреть не на то, что вот ты россиянин, там, что ты все, иди отсюда, ненавижу. То есть я начала обращать взгляд в себя, а почему меня это триггерит, да, почему? Вот почему у меня такое сейчас здесь отношение к этому человеку? Только из-за того, что там называется его национальность русский? Нет. Слава богу, война меня в этом плане не изменила. То есть где-то какой-то был, вот как все мы люди, все мы слабые, да, где-то вот какая-то попытка, да, там, отката вот этого вот, я называю это провалиться в это состояние какое-то. Наверное, вот эта вот ненависть, да, сейчас у украинцев, которая подпитывается вот этими всеми смертями, потому что люди не понимают реально за что. За что пришли и убивают детей, разрушили жизнь, когда ты вообще жил, и даже не думал о России, Я буду говорить вот только о себе, хорошо? Не буду говорить за всех украинцев и за всех россиян. Скорее всего, вот эти вот все ожидания, они основаны на том, что даже начиная с момента моего детства, нас всегда учили о том, что Украина и Россия – это братские народы, что мы одинаковые, что у нас один менталитет, что мы как одно целое. До определенного момента мы могли пересекать даже нашу границу без загранпаспорта. Наши артисты выступают в России, российские артисты выступают у нас. Постоянные какие-то встречи президентов. Помимо этого, у нас в Украине были свои Майданы и так далее и тому подобное, когда мы скидывали наших президентов, когда народ добивался того, чего хотел народ. Скорее всего, вот это вот то, что нас приучали, то, что мы братские, то, что мы одинаковые. Украинцы и ждут от россиян того же самого, потому что привыкли думать, что мы одинаковые. Что вот если нам что-то не нравится, мы встаем и боремся за то, что нам хочется. А если у вас что-то происходит, то вы просто складываете лапки и сидите в домиках, потому что вас всех побьют. Это очень грубо, образно теория. Но опять-таки я понимаю всех тех людей, которые не могут выходить и митинговать, потому что у них работы, семьи, они зависят от чего-то. И на данный момент, уже с начала войны, тоже понятно, что есть определенный пласт россиян, которые понимают, что происходит, которые против всего этого, а есть те, которые просто вот управляемая толпа обезумевшим дедом. И, к сожалению, таких людей гораздо больше, и поэтому сложно поднять только тех, кто понимает и кто мог бы что-то сделать, потому что их гораздо меньше.
Насчет отношений между россиянами и украинцами в целом, я думаю, они отбросились на много шагов назад. И я не думаю, что наши страны в ближайшие года будут дружественными в целом, вот в общем. Что касается каких-то личностных разговоров и отношений, я же работаю мастером маникюра, у меня очень много клиентов как с Украины, так и с России. Наверное, в 99% это разговоры о том, что украинцы говорят, что не все русские плохие, что есть люди, которые понимают, есть люди, которые пытаются помочь, которые что-то делают, которые против всего этого, которые там на минимальные шаги, но какие-то делают, как-то разрулить эту ситуацию на пределе своих возможностей. И это правильно, я считаю. Если взять конкретно меня, мои близкие друзья русские, моя жена русская. К россиянам я отношусь нормально. Если это адекватный человек, то я нормально к нему отношусь хорошо. А если он неадекватный, то я просто с ним не общаюсь. Поэтому я общаюсь только с адекватными людьми. Россиянин он или украинец, или чех, без разницы. В первые дни войны, да, задевало то, что там, да, россияне. Что ты ждала? Скажем так, хотя бы понимание того, что убийство, это что ваши люди пришли на чужую землю, убивать они пришли. Не надо это называть какими-то спасательными операциями, но будем называть вещи своими именами. Вы пришли убивать. Все. Хотя бы понимание, что это ненормально. Что значит мы пришли убивать военных, мы пришли, это чьи-то мужья вообще-то, на минуточку, дети. Я много была подписана на российских блогеров, и сейчас на некоторых тоже там подписана, кого-то еще оставила. Как она дальше вела блог о красоте, ничего в ее жизни не изменилось. Ничего и слова не сказано. Кто-то там где-то воюет, ладно. Но опять-таки, это взгляд с нашей стороны, да, потому что у нас там был ужас смерти, там реально первые месяцы просто жизнь происходила. Кстати, по поводу того, что не было ли с твоими там близкими чего-то, я сейчас вспомнила, у моей подруги, ее кума, когда началась война, ее ребенок, которому 4 года, находился, я уже не помню в каком городе, и этот город был один из первых оккупирован. Она с мужем была в Днепре. Ребенок был у бабушки и у дедушки. Она поехала туда забрать ребенка. Ребенка забрали. Как-то они выплывали потом через реку ночью. Их там было несколько человек. Какая-то то ли лодка, то ли плот. В итоге их обстреляли. То есть ее убило. Ребенок с ранением. Слава богу, он жив. Но ребенок с ранением в больнице. То есть мать спасла ребенка из русской оккупации. Мои родственники никак не проявляли то, что я в отношениях с Сашей, и Саша в чем-то виновата. Я говорила ей, что это твоя страна напала на мою, но я не обвиняла конкретно Сашу в этом или Сашину семью. И когда война только началась, в России были протесты, люди выходили, и я у нее спрашивала, почему ты не ходишь, почему ты ничего не делаешь. Потому что для меня этот момент непонятен вообще в отношении всей России. Нельзя выйти куда-то и протестовать против чего-то, потому что сразу это решается силами. Я бы могла оказаться за решеткой, и кто бы потом также помогал моей семье, кто бы помогал Маше, во всей ситуации. Она бы осталась просто одна, и добавилась бы еще одна проблема. Конфликт был, потому что Маша на меня наседала в этом плане. Я все прекрасно понимаю, что это было под эмоциями, потому что, не каждый день сталкиваешься с войной, да. И это все прекрасно понимаю, но на тот момент, у меня тоже, я тоже живой человек, у меня тоже есть чувства, и я думаю, что, нужно понимать, почему я того или иного не делаю, да. Я этого не делаю не потому, что мне насрать, потому что я тогда пыталась смотреть как можно меньше новостей, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас все переворачивается, а нигде правды ты не найдешь, ни с какой стороны, ни там, и поэтому нагружать себя нервами лишний раз мне хватило тех нервов, которые я испытала, пока происходил этот момент начальный, да, и пока они оттуда не уехали. И, Маша все время спрашивала меня, почему ты ничего не делаешь, почему ты не следишь за новостями и так далее. Зачем? Если касаться предыдущей темы, где мы говорили о том, почему вы ничего не делаете, потому что у вас там митинги, за митинги вас сажают, бьют, убивают. Но ведь
этот весь процесс у вас начался давным-давно, то есть он сидит у власти уже очень много лет. Первые предпосылки о том, что это неправильно, были уже давно. И тогда люди тоже ничего не предпринимали. Хотя тогда, скорее всего, еще были какие-то шансы. В Чехии мы уже живем 4-й месяц, пошел 5-й. Все очень нравится, я очень благодарна этой стране, что она нас приняла. Мы получаем тут пособие 5000 крон на человека. Нам это вполне хватает на еду и на какие-то мелкие расходы. Жилье нам предоставили тоже бесплатно, поэтому все хорошо, насколько это возможно. Сами люди в Чехии, как и везде, есть хорошие, есть не очень, но я обращаю внимание только на хороших. Плохих везде хватает. С местными в Португалии абсолютно прекрасные отношения. Ты жила где сначала? Сначала я пожила после войны, то есть переехала границу и оказалась в Братиславе у родственников мужа. Я прожила там 5 дней. Я просто на таком стрессе. Первые 2 месяца войны это было ощущение, когда у тебя умирает близкий человек. То есть это ощущение потерянности вообще. Поэтому мне там было сложно, потому что, родственники мужа это классно, то есть это, поддержка вроде бы, да, они там сделали все, что могли, но я себя чувствовала какой-то брошенной и потерянной. Здесь у меня сестра. Жила уже? Да, в Португалии у меня сестра моя, уже 12 лет, с мужем. Да, поэтому я здесь и оказалась. И еще в другом городе живут тетя с дядей, они уже 20 лет. То есть приехали на заработки, и этой осенью хотели возвращаться домой. Пока возвращаться нельзя. Плюс приехала еще их дочь, тоже к ним туда, она живет, в Лиссабоне сейчас у них с 2 детьми. Понятно, что меньше детям стресса этого всего было. Мне сестра, давай, приедешь, посмотришь. Я говорю, давай, приеду, посмотрю, только посмотрю. Но чемодан я с собой повезла с вещами. И уже смотрю с марта месяца. С 11 марта до сих пор смотрю. С местными мне португалы понравились. Нормально. Я приехала, через неделю я вышла на работу. Здесь Португал. 3 у него салона, по-моему, там свои держит он. И он взял меня туда мастером. И очень мне помогло молдаванка. Моя напарница была, она русскоговорящая, то есть я, естественно, офигевшая. Первые 3 дня я вообще даже не различала, что там где-то паузы между словами есть у португалов. То есть это просто в одном пи. Через 3 дня я начала слышать хотя бы эти паузы. То есть огромная ей благодарность. Он меня взял на работу, да, она меня ввела в этот мир языка немножко. Клиенты нормально приняли, все хорошо. Но я поработала 2 месяца, ушла, потому что там очень много времени на работу, а у меня ребенок. То есть я понимаю, что я в погоне за тем, чтобы заработать, хотя я выехала из Украины, вообще у меня там в кармане денег было 50 евро, но в погоне за тем, чтобы заработать, я теряю ребенка, то есть я теряю связь с ребенком, потому что как ни крути, ребенку на тот момент 4,5 года. Я по ее поведению видела это стресс, уехать от папы, мы до этого не расставались никогда, то есть, вообще. А тут первая такая разлука, еще все говорят на каком-то непонятном языке, а ей так хочется все рассказать. Кстати, мне очень понравилось отношение португалов в садике. Они первый, помню, день, мы приезжаем с сестрой забирать ее, они говорят, она так много говорит, а мы, говорит, с переводчиком за ней бегаем и пытаемся что-то понять. То есть спасибо им огромное. У меня есть старшая дочь, ей 18. Она сейчас здесь в Чехии проходит чешские курсы языковые и готовится к поступлению в Пражский университет. А сыну 12 лет, он ходит в чешскую школу, прям в чешский класс. Никаких поблажек у него нет. К нему относятся как к чеху. Ему, конечно, сложновато, потому что язык он учит параллельно с уроками в чешской школе. Я считаю, что у него все хорошо получается. Младшей 3 года, в садик она не ходит, я ее не сдавала. Она всегда со мной. В Телеграме есть очень много чатов украинских, где люди между собой общаются, как-то друг другу что-то подсказывают. Когда мы только приехали с сестрой, много украинцев, кто уже давно жил в Португалии, тоже помогали и как-то пытались преподавать португальский минимальный, чтобы ты мог сказать «Ола».
Между собой люди встречаются, я знаю, да, организовывают какие-то прогулки, особенно для детей, потому что наши дети отличаются от португальских, и им не хватает общения, плюс языковой барьер. Но да, люди между собой связаны, и особенно в маленьких городах все вообще друг друга знают. Рассказываю клиентам о том, что я в отношениях, я здесь не одна. Во-первых, все нормально относятся, потому что это однополые отношения, а для наших стран иногда это боль для людей в связи с гомофобией. И все нормально относятся к тому, что она с России, никто вообще никак ничего. По крайней мере, я этого не замечаю. И в наших отношениях такого вот... Я бы не назвала это конфликтом, как это было раньше, там, когда я спрашивала что-то. Было пару моментов, там, когда мы спорили о каких-то вещах, то в целом у нас все спокойно. Я просто с Сашей делюсь происходящим, рассказываю ей. Мы как-то более спокойно и мудро к этому подходим. Но негатива уже такого нет. Конечно, мы обсуждаем это все каждый день. Ну, и я же тоже не могу не переживать, потому что у Маши там осталась семья, да, это же тоже часть моей семьи. Да, мы обсуждаем, но по большей части я что могу сделать? Я могу только поддержать и, не знаю, промолчать в каких-то моментах. Что хочется еще отдельно отметить, это всевозможные сервисы и приложения в Европе. Я думаю, что те, кто живут уже в одной из стран Европы, с этим сталкиваются практически ежедневно. Огромное количество приложений, сервисов поддерживают Украину и донатят всячески стране от своих услуг. Вот, например, что у меня получилось в конце года. Bolt, я пользуюсь довольно часто здесь такси, иногда самокатами. Вот такие итоги года мне выдал Bolt. Доставка продуктов, доставка еды из кафе и ресторанов тоже, как вы видите, поддерживает. Плохо, все время хочет, чтобы мы вернулись, зовет домой. Для него это тяжело, то есть у него бизнес его просто, полетел в там тарары, у него там торговля была, производство. Ну, народ сейчас не заказывает, то было сложно по Украине доставку какую-то сделать, потому что там за границу. Ну, то есть все, фактически он, можно сказать, остался без работы. Найти другую работу сейчас тоже очень сложно. Плюс всегда есть как бы угроза того, что тебя могут призвать. Как я считаю, одно дело, когда человек сам хочет туда пойти, или там его к этому готовили, а другое дело, когда тебя там, давай, иди сюда. Физически в безопасности, это всегда под вопросом. Конечно, безопасность его физическая всегда под вопросом, потому что ты не знаешь никогда, куда прилетит. Ты можешь сегодня находиться у себя в доме, то есть обстреливают у нас частный сектор, там, где вообще никаких объектов нет, да, прилетает, в дома прилетает. Вроде бы физически безопасности, но эмоционально, то есть у него нервный срыв на этой почве, очень ему сложно из-за этого. Есть среди моих друзей те, кто не может уехать, потому что не хотят оставлять родителей. Родители выехать не могут из-за работы, из-за возраста, к примеру, мужчины еще призывного возраста. Я прекрасно знала, куда мы едем, я прекрасно знала, что есть место. Всех, кого я могла, я звала с собой, но никто не согласился ехать. Все сказали, мы будем оставаться. Люди говорили, едь, если есть возможность, береги себя и сохраняй себя. Я понимала, что если я уеду оттуда, то здесь от меня толку будет больше. Я смогу здесь помогать людям, я смогу найти работу, я смогу помогать своей семье. По крайней мере, я смогу здесь что-то организовать, если нужно будет, чтобы приехал кто-то еще в этом плане. Из нашей семьи тоже никто не уехал, кроме родственников со стороны мужа, сестры. Наша мама осталась, бабушка осталась, тетя со своей семьей осталась. Мама с бабушкой, наверное, просто они не осилят переезд. А тетя моя верит, что все будет хорошо. Я, допустим, беру телефон, утром просыпаюсь, захожу в новости и вижу что что-то в Днепре. И сразу начинается написать всем, спросить, как вы, что вы, все ли в порядке. Большой стресс.
Ну, я ж не знаю, как все люди живут. Я за своих могу друзей и знакомых сказать. В принципе, все такие держатся. То есть все живут, верят в то, что надеждой и верой в то, что мы победим, что заново отстроим то, что у нас было, потому что, у нас много городов красивых было. Я Украину всю не успела объездить. Там реально я хотела этой весной поехать в Харьков, посмотреть. Это очень красивый город, там было много исторических зданий. Сейчас что-то там от них осталось. Я хотела поехать в Киев, в Черновцы хотела поехать, покататься. Я же говорю, я Украину еще не успела объездить. И люди вот живут надеждой, что все-таки мы все подстроим. Эта война сплотила и даже людей, даже несмотря на то, что материально тяжело, да, там страшно, люди все равно держатся. Вот настрой такой, Господи, слава Богу, я дома. Многие вот поездили, покатались по Европе, вернулись домой и говорят, нет, а дома все равно лучше. Даже при том, что ракеты свистят там, да, ты не знаешь, то есть игра, я сейчас смеюсь этого, говорю, называю, игра в русскую рулетку. Ложишься спать, и неизвестно, проснешься ты завтра или нет. Вот, у меня подружка вернулась в Запорожье недавно из Польши. Одну ночь с одной стороны, там их дома обстреливали, там, в 10 минутах ходьбы от них. Другую ночь с другой стороны. Я говорю, ты, конечно, под счастливой звездой, чтобы вы целые, живы, да. В каком плане? Что-то работает, магазины, что там? Да, работает, все работает. Все работает. Мне нравится вот моя подружка, медик. Звоню ей, говорю, Ир, говорю, там сегодня, у нас разница же 2 часа, у нас 8 утра, у них 10. То есть я понимаю, что она там, по идее, должна ехать на работу. Я говорю, Ир, что там? Говорю, ты дома или на работе? Я говорю, обстреляли. Она такая, да пиздец, говорит, прикинь, говорит, я 20 минут назад, говорит, по этой дороге проехала в автобусе, а через 20 минут шмальнули по этой дороге. Я говорю, и что? Она говорит, ты на работе? Она такая, да, мне работать надо вообще-то. Нравятся наши люди, я говорю, где-то там обстрелы, все такие, ай-яй-яй, блогеры, там, да, мастер маникюра моя говорит, ой, люблю своих клиентов, говорит, пишет мне первая клиентка, я опоздаю, говорю, ты же сама, говорит, понимаешь, там, паника, все, да, хаос, а люди, да, на маникюр идут, помрут так хоть красивая, то есть мне вот это вот нравится, то, что нет вот этого уныния. Конечно, люди, на стрессе, как ни крути, это хронический фоновый стресс. Опять-таки, моя подруга медик, я с ней разговариваю, говорю, ну-ка, расскажи мне про изменения в теле. Много сейчас заболеваний. Привыкаешь все равно. Конечно, привыкаешь. Привыкаешь. Да, привыкаешь очень сильно. В моем личном опыте среди знакомых, друзей каких-то нет истории, что именно с каких-то горячих точек, да, что кто-то прям бежал. Если не брать только Машины, да, истории, которые она мне рассказывает. Среди моих близких, вот когда у нас сейчас началась мобилизация, только у пары друзей уже начали говорить, что из их родней кого-то забрали. Мои истории, такие, которые я знаю, что сложно что-то коснулось, люди, которым пришлось уехать, оставить свои дома, потому что там небезопасно, либо просто дома не осталось. У меня есть подруга с Мариуполя, с ней очень долго не было у меня связи, и я вообще не знала, жива ли она, потому что в то время как раз приходило очень много новостей с Мариуполя, что там во дворе кладбища дома, что там во дворе кладбища дома уже сделали, что люди просто умирают от голода, от холода, от обезвоживания. И я не знала, в каком она состоянии, ее семья, и с ней долго не было связи. Я уже даже ее подавала в розыск, но, слава богу, с ней все в порядке, она выжила, и мама ее, и муж ее, и они сейчас уехали и находятся за границей. У них больше не осталось дома. Вернуться им некуда, и, в принципе, ничего у них не осталось. Это, наверное, самая болезненная история такую, которую я знаю. А другие — это просто люди, которые были вынуждены проходить фильтрации, проходить десятки блокпостов, чтобы выехать на безопасную территорию, чтобы как-то продолжать жить, а не просто умирать в оккупации, либо просто под бомбежками. Основная масса таких историй — это просто люди, которые вынужденно оставили свой дом, свою работу, свою привычную жизнь, свою любимую жизнь, все то, что им было ценно, важно и нужно, для того, чтобы просто оставаться в безопасности где-то в другом месте. У меня была такая подруга, мы с ней с самого детства вместе были, вместе с этой девочкой переехали в Россию. Я переехала к Саше, а она переехала в Москву. Она тоже из Украины, да, мы с одного класса, мы вместе учились. Как обычно, все девочки там подросткового
юного возраста прошли через все, что можно было только вместе пройти. Всегда у нас были с ней очень хорошие, дружественные, теплые отношения. Но вот с момента, как она переехала в Россию, я стала за ней замечать, что она как-то вот меняется, она стала более поддерживать пророссийскую политику. У нее проскальзывали фразы о том, что вот что такое Украина, Украины вообще не существовало никогда. С момента, как началась война, мы с ней ни разу не общались. И, судя по всему, больше общаться никогда не будем. Через нашу одну общую знакомую я спрашивала, как там она, как у нее дела, как она там. Мне сказали просто, там все потеряно. То есть человек поддерживает эту ситуацию, эту войну, считает, что так правильно, так и должно быть. При том, что когда-то давно мы у нее на огороде пели украинские песни вместе. Для меня это довольно болезненно, и иногда меня накрывает. Мне хочется ей написать, но я понимаю, что пока лучше этого не делать. Живя в Украине, вот у нас было такое, пахает свою страну. У нас все плохо, и власть у нас плохая, и живем мы плохо, а вот за границей. Приехав за границу, охренели все украинцы от открытия для себя. Да охренели даже, за границу охренела от того, что кто приехал. Скажем так, общеизвестный факт. У нас очень красивые девушки, ухоженные. Если взять, у нас качество сервиса, во всем, в чем не возьми, у нас очень на уровне качества сервиса. И вот есть такая даже шутка, что, как и Евросоюз, вы должны сделать какие-то условия, чтобы мы Украину взяли к себе. То есть появилась сейчас шутка, что вы должны сделать вот то-то, 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 чтобы вообще Украина хотела к вам вступить. Это реально правда. То есть именно сейчас я это смотрю и понимаю, насколько моя страна удивительна, насколько удивительна наша нация. Я сейчас просматривала недавно фотографии, и в январе месяце мы были в Карпатах. И чисто случайно в поисках горки, где покататься на санках, мы забрели на высокую гору, а там стояла маленькая такая часовня, и подпись была, это именно партизанский отряд, что-то сопротивление. То есть немножечко краем глаза я посмотрела, что, где-то еще музеи тоже были. Посмотрела, как они сопротивлялись, как они эту хотели создать свою республику. То есть тогда посмотрел, думаешь, это народ упорный. А сейчас мне понятно, что, мне кажется, в каждом украинце этот дух, именно жажда свободы. Свобода выбора, чтобы тебе никто не навязывал, не говорил, как жить. Ты хочешь быть так свободным, и ты живешь. Очень хорошо относятся украинцы к Зеленскому, потому что они стали его еще больше уважать за его сильные выражения, за его поступки, за то, как он себя ведет в принципе весь период войны. По нему очень видно, как он изменился. Но в целом отношение к нему очень положительное, позитивное. Люди его поддерживают. Слава Украине! То, что я вижу, 80% людей за Зеленского поддерживают его. То, что я смотрю на него, скажем так, в свое время в президенты я бы его не выбирала. Не могу, объяснить всеми этими политическими факторами, как-то, этими всеми терминами, почему. Не выбирала. Но как человек, я думаю, что он хороший человек. Ему я верю. Война укрепила его авторитет? Да, война авторитет Зеленского укрепила. Очень сильно. То есть это прям до какой-то фанатичности дошло. У людей? Да. Что люди... Да. Он как символ такой, наверное. Да, люди очень верят в Зеленского, действительно, то, что он мы победим, мы одолеем, и у людей такой же самый настрой. То есть смотришь и ему веришь. Я смотрю, насколько я вне политики, насколько я думаю, что, может, другой должен был быть президент. Но я думаю, что он на своем месте. Каждый на своем месте, там, где должен быть. И, в принципе, на него, когда смотришь, мне кажется, что он как олицетворение этих наших воинов. Все буде добре, все буде Украина. Где-то там юмора примешает. Такой молодец. Как в последние годы жила Украина? Да. Да прекрасно жила Украина.
Ну, как бы, блин, вот реально офигенно. Единственное, наверное, может быть, минус нашего правительства в том, что нам дали забыть о войне, которая шла на Донбассе. То есть то, что там пришли, типа, опять-таки, в кавычках спасать, непонятно от чего, сделали разруху. У меня очень много клиентов, которые жили в Луганске, в Донецке. И я знаю эти истории не понаслышке, что там происходило. Люди оттуда спаслись, люди бежали, люди потеряли все. Их спасли от чего? От их имущества, от хорошей жизни, от бизнеса. Ну, как бы, блин, от чего их спасли? Это непонятно. Ну, мы жили, да, вообще, люди снова приехали, снова построили бизнес. Я знаю несколько таких семей, ну, то есть это не один, не два человека. Они снова купили дома, жилье, то есть это люди-предприниматели, которые, ну, вот, блин, это умные люди. Я знаю детей этих людей, это образованные, это я называю золотой цвет вот нации, это образованные дети. Ну, вот я сейчас, блин, просто... В Украине, ну, русский язык, в принципе, в лидерах. То есть его начали вводить там, да, украинские вот, документы все официальные должны быть на украинском. Но опять-таки это послужило только то, что война, вот, ну, да, Россия напала на зону АТО, то есть Донецк и Луганск. То есть до этого, ну, русский язык, да, у нас русских полстраны. Ну, как бы, блин, вот и люди прекрасно живут. Но сейчас вот этими военными действиями большинство, ну, наверное, 70-80% моих знакомых просто вот переходят на украинский. Вот просто переходят на украинский принципиально. Они говорят на нем неправильно, они говорят еще там, ну, учат, да, вот, но люди переходят, сами хотят. Люди, которые всю жизнь говорили на русском языке. Да я, блин, сюда приехала, я ну, то есть мой язык, вот, хотя мне там говорят, ты с Украины, твой родной украинский. Нет, мой родной русский, потому что я на нем говорю, я на нем думаю. Но я здесь украинский настолько сейчас усовершенствовала. То есть украинский вот сейчас вообще ожил и будет процветать. Я когда-то написала пост у себя в Фейсбуке, там что-то, мне мой один клиент ответил, ну, то есть на украинском языке, что Вика, мы сейчас уже все общаемся на украинском языке, поэтому давай посты пиши. Ну, все прикольно написала, но давай на украинском языке. То есть, ну, я ему не стала отвечать, а зачем мне это там что-то разжигать у себя, да? У себя еще на странице. Вот, то есть, но я для себя что я делаю? То есть, если мне хочется говорить на украинском и писать, то я это делаю. Если мне хочется говорить на русском и писать, то я делаю тоже так. Свое будущее я вижу в Украине, вижу, что мы вернемся туда. За старшую дочь сказать не могу, она хочет остаться только здесь, я как бы не против. Сын очень хочет вернуться домой, я его прекрасно понимаю, потому что, ну, конечно, трудно ему объяснить, что, возможно, наша жизнь уже не будет прежней. Будем ждать окончания войны, будем смотреть. Я очень хочу, чтобы нам было куда возвратиться. Я пока вижу свое будущее в Украине. Я хочу вернуться в Украину к мужу. Да, мы все умрем. Мы собираемся оставаться здесь, потому что, в принципе, так было задумано. Переезд был задуман еще до всех событий, которые произошли, да, потому что, ну, как-то так получилось, что мы поженились здесь 4 года назад, и Португалия нас связала по рукам и по ногам с собой, да, очаровала, и потому что я не видела будущего нашего в наших странах. Ни Украину, ни Россию я не рассматривала для нашей дальнейшей жизни, потому что для меня очень важно быть именно семьей. Семьей чувствовать себя комфортно и безопасно, тем более в будущем, когда мы будем планировать детей, да. Я не знаю, как можно жить и воспитывать своего ребенка в наших странах, как ему все это преподносить и как это преподносить обществу. Понятное дело, что сейчас мир более современен и сейчас стало больше адекватных людей, но все равно. И поэтому свое будущее мы видим уже здесь. Для меня вопрос возвращения в Украину немножко болезненный, потому что я уехала оттуда спонтанно, и я не знаю, когда я попаду туда в следующий раз, но я очень хочу домой. Каждый день говорю Саше об этом, плачу иногда, потому что я скучаю по своей семье, по местам, в которых я выросла, которые мне дороги, которые мне важны. Но, наверное,
Когда прошло полгода жизни тут, в Португалии, и я уже более-менее адаптировалась, я приняла себя здесь, я начала любить наш городок. И, в принципе, все, что происходит в моей жизни. Всему очень рада, всем очень довольна. Иногда я иду на работу и такая: неужели я тут живу? Ну, грубо говоря, я в чем-то выиграла, но опять-таки это не отменяет моего очень сильного желания поехать домой и увидеть родных. Или иметь эту возможность хотя бы делать так часто, как мне хочется, и не бояться, что я сейчас поеду домой, а внезапно прилетит бомба или еще что-то случится. Или чтобы это было проще сделать по времени, потому что сейчас, чтобы добраться до моего города, у меня уйдет как минимум 2 суток в одну сторону. Это как минимум. А хотелось бы сесть, прилететь, и ты уже там. А возможности на это нет. Героем видео будут мухи. Да, мне еще есть кое-что сказать насчет дома, да, потому что для меня это тоже болезненный вопрос, потому что я сейчас тоже не знаю, когда я вернусь домой. Потому что сейчас для россиян стало все очень сложно с получением визы, да. Я сюда прилетела по обычному Шенгену, и он уже, как бы, его срок закончился, но сейчас он продлен по законам Португалии, да, до конца декабря этого года. И у меня есть бумага, как бы здесь я на официальном статусе, так как мы семья, и я нахожусь здесь по временной защите на основании того, что Маша моя жена. Под шумочек. Да, Маша моя жена, и год я имею право здесь находиться легально, ну и потом, в зависимости от того, как будут развиваться события, да, продлять еще эту защиту. Ну, как бы эта бумажка есть здесь, а с ней, если я прилечу домой, у меня есть возможность оттуда просто не вылететь обратно сюда. Не получить визу, во-первых, потому что сейчас их дают абы как, да. Эта бумажка, я не знаю, до сих пор имеет она какой-то вес у меня в стране, да, когда я приду к пограничникам, они скажут вообще, что это такое, да. Поэтому у меня там тоже осталась семья, мама, бабушка, которых, я тоже уже не видела полгода и не знаю еще, сколько увижу. Как я вижу свое будущее? Ну, сначала я приехала первые 2 месяца, я была уверена, что все, я остаюсь. Потом как-то, наверное, 2 или 3 месяца я была в каких-то непонятках, такая, думаю, что делать. То есть из-за этого у меня и просел мой португальский язык, который я начала учить. Ну, потому что нет мотивации, то есть непонимания вообще, куда тебе двигаться, что делать. Сейчас у меня планы на эту страну. То есть я хочу остаться. Я делаю для этого шаги. Я не могу быть уверенной, что там будет через год или через 2. Мое решение будет исходить от того, что я чувствую. То есть если я буду чувствовать, что мне это нужно, сменить мое местоположение, да, тогда, территориально, да, тогда я это сделаю. Если я буду чувствовать, что мне нужно оставаться здесь, то я буду оставаться здесь.